Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я предлагаю вам посмотреть на реанимацию этого изрядно уставшего, но все еще гордого корпуса. Когда-то в 2006 году каждый школьник мечтал увидеть у себя такой дома, поскольку это значило бы, что у него появился так всеми желанный комп на базе двухъядерного проца. Но 2006 давно прошел, комплектующие, стоявшие здесь, списаны в утиль, а корпус выкинуть рука не поднимается, хотя вряд ли в своем текущем состоянии он кого-то впечатлит. И поэтому было решено дать ему вторую жизнь. Как видите, за 14 лет даже в сухом помещении ржавчина не пощадила этот корпус, но это не беда. Посредством высокотехнологичной сварки, болгарки, шпатлевки и краски все будет восстановлено и замодено так, чтобы вся эта композиция была достойна современного игрового компа. Итак, поехали! Так как мы делаем полноценный спортивный корпус, то нам нужно перенести блок питания вниз. Во-первых, из эстетических целей, так как вместо боковой крышки я поставлю прозрачный поликарбонат, ну или что-то в этом роде. А во-вторых, из практических целей, чтобы наш дорогущий блок питания брал для охлаждения не нагретый видеокартой и процессором воздух, а холодный воздух снаружи. А для этого нам надо полностью его разобрать. Итак, коллеги, дело за малым. Нам всего лишь надо перенести вот эту площадку для блока питания вниз, приварить ее сюда и, в общем-то, все. Ничего сложного, сущие мелочи, но попариться, я думаю, придется. Так что давайте приступать. После того, как распил успешно завершен, а площадка для блока питания приварена, мы на саморезах к ней крепим верхнюю часть, все примеряем и привариваем. Примерил заднюю стенку, и как вы можете заметить, что-то не так. Но радует то, что материнка встает идеально, как с завода. Но теперь для полного счастья надо отрезать и перенести ниже крепления для хардов, а также отпилить верхнюю часть нашей стенки. Погнали! Все, друзья, крепление для материнской платы приварено, и корпус прочнее некуда. Осталось приварить стенку для крепления жестких дисков и закрыть все это дело листом металла для красоты и придания дополнительной жесткости корпусу. Что касается отверстия для вентиляции блока питания, хотел я вырезать кусок болгаркой, но решил попробовать насверлить дырок сверлом. И, как говорится, лучше бы даже не начинал. Получилось очень криво, так как сверлю все от руки и никакого сверлильного станка у меня нет. Поэтому все-таки вырезал отверстие болгаркой и позже закрою его какой-нибудь сеткой от пыли. Жесткий диск, друзья, я примерил, закрепил, и теперь осталось приварить и укоротить эту стенку. Плюс ко всему сделал я из картона, так сказать, лекало, чтобы вырезать из листа металла нашу закрывашку.
И оставил я здесь пространство, так как с той стороны очень узкое и оттуда блок питания не засунуть, поэтому придется вытаскивать и устанавливать его с этой стороны. Следующим этапом расчехляем листогиб, кстати, тоже самодельный, и делаем ровные гибы на нашем куске металла. Получился суперский аккуратненький гиб, и все благодаря листогибу. Без него так бы не получилось. Металл я использовал 0,8 мм, что для корпуса ПК просто за глаза. В этом корпусе толщина используемого металла вообще 0,6 мм. Красивый и эстетичный короб готов. Можно его приваривать, и если сейчас задняя стенка нехило так гуляет, как только приварим короб, все будет хоккей. Теперь, конечно, хотелось бы избавиться от досадных и некрасивых стыков и всего такого прочего. Для этого я воспользуюсь двумя видами шпатлевки: стекловолоконной для самой жести и, естественно, финишной для выравнивания. После долгого и нудного зашкуривания мы с вами подходим к финальному этапу перед покраской. И для финального этапа перед покраской нам понадобятся вот такие белые гранулы под названием поликопролактон. Ими я сделаю окантовку выпиленного для проводов отверстия. В заводских корпусах в таких местах обычно резиновые заглушки, но я, извиняюсь, не завод, поэтому выживаю как могу. Материал этот хорош тем, что его в любой момент, если что-то пошло не так, можно, например, подогреть феном, подправить, переделать, ну и так далее. Ну а минус — это, естественно, что нельзя использовать его в сильно нагревающихся элементах. Благо корпус у нас не греется, поэтому все путем.
Корпус готов, поэтому предлагаю его ненадолго отложить и рассмотреть достаточно интересное железо. Перед вами собственной персоной, если не самая, то одна из самых элитных досок для 1155 сокета Asus Cybertooth Z77. С таким вот тепловым экраном, и если сейчас этим вообще никого не удивишь, то в 2012 это был признак серьезного достатка владельца. Собственно, сердце нашего компьютера — легендарный i7-2600K, который будет работать у нас на частоте 4,4 ГГц. И, к сожалению, из-за этой китайской бандуры и ее способа крепления на нашу материнку не поставить обвес. Слава богу, на производительность это никак не влияет, поэтому обойдемся без него. Роль видеоадаптера у нас будет выполнять вот такая вот невзрачная 1070. Блин, она такая невзрачная, что я до сих пор не знаю, что это за фирма. Знаю одно, это точно не MCI. Они бы точно нарисовали здесь какого-нибудь тираннозавра или что-то подобное. Два диска Hard на терабайт и SSD на 120 гигов. Оперативной памяти в нашей сборке будет 12 гигов, две планки на 4 гига от компании Hynix и две планки на 8 гигов высокопроизводительной памяти от компании Васьки. Работать память будет на частоте 1600 МГц, больше, к сожалению, ни одна из этих плах не берет, хотя материнка позволяет разгонять память до 2400 МГц. Ну и, конечно же, тяжеленный источник питания на 750 Вт с сертификатом 80 плюс бронз, к большому сожалению, не модульный. И чтобы эта сборка не была каким-то фантомом или условностью, конечно же, надо испытать ее в деле. Много тестов проводить я не стал, видео и так достаточно подзатянулось, и оно как бы немного о другом. Кому интересно посмотреть на тесты этого компьютера, хочу снять видео о том, как этот комп подружится со 144 герцовым монитором и во что можно будет поиграть. Мне кажется, будет интересно. Как только сниму, сразу прикреплю ссылку на него в конце этого видео. Если ее еще нет, значит, извиняйте, видео еще пока тоже нет. Ну и что же, в бенчмарке Валли наш компьютер набрал 3707 очков со средним FPS почти 89 кадров на максимально возможном пресете в Full HD разрешение.
Что касается видеомонтажа, если кому интересно, то вот это самое видео, которое вы смотрите, как вы видите, с диким количеством швов и нарезок, этот компьютер отрендерил за 21 минуту. Что касается игрушек, то в Far Cry 5 на максимально возможных настройках сборка показала достойные 77 кадров в среднем. Ну а в не особо оптимизированном Kingdom Come Deliverance на ультра настройках со средними тенями у нас получается 45 кадров в густонаселенных местах и в боях, и около 70 кадров на открытом пространстве, что в среднем дает примерно 60 FPS. 59, если быть точными, как видите на графике. На этом все, друзья. Спасибо большое за просмотры. Всем хорошего дня, вечера, ну или не знаю, что там у вас сейчас. Подписывайтесь. Всем до скорых встреч. Пока-пока.